Всем здравствуйте! Вы на канале Сантехник 52. Сегодня я вам покажу еще такой момент. Смотрите. В одном из прошлых видео я спрашивал, что же это является за элемент такой интересный. Ну и конечно же, кто не сказал, но подумал, что это часть от обвязки ванной, он оказался очень прав. И это металл у нас титан. Да, весьма любопытно бывает иногда, работая сантехником, встречаться со всякими сложностями. Эта сложность отняла у меня примерно 3 часа. У людей стояла старая чугунная ванна, и сифон был выполнен из титанового вставыша, куда мы вставляем и сливаем воду. Здесь была закручена металлическая гайка, там еще у нас отстойник, все это было из металла, но непосредственно слив был титановый. А, кстати, там была интересная конструкция. Гайка была также титановой, поэтому мне пришлось ее в неудобной позиции перепиливать, чтобы высвободить и легко вынуть сверху, так как все это напрочь прикипело друг к другу, все это затянуто было с одуревшей силой, что у меня не удавалось ключами, тем более сюда ключ отсутствует. Он был у человека, но он нашелся только лишь после того, как я все это демонтировал. Ну а теперь, к чему эта вся болтовня? Хоть здесь у меня стоит аппарат, но я буду рассказывать интересные несколько историй из жизни сантехника. Ну, значит, как случилась ситуация с сифоном. Приезжаю я, как обычно, на заявку. Мне позвонили, было это 2 года назад. Ну, смотрю, такие дяденька интеллигентные, жена интеллигентная. Ну, думаю, нормально все. Сколько цена? Ну, цена там что-то было рублей, говорит, 350, заменить эту обвязку ванной. Ну, не проблема, быстро же. Ну, хорошо. И взялся я и начал пилить. Смотрю, металл такой, ну, все настолько... Там было сложно, не подлезть, и ключами ничего не растянешь. А металл такой, искры ни разу не видел. Я говорю, а что это такое? Он говорит, ну что, вот я работал на заводе, начальником цеха, и токарю сказал, ну вот надо мне вытащить такую штуковину из титана, гайку и непосредственно вот этот вот патрубок, который вставляется в ванну, здесь прокладка. А почему из титана? Ну, чтобы не испортился. Он ведь хотел жить вечно, и сейчас он, слава богу, до сих пор жив. Токарь ему выточил. То, что это дело ручной работы. Смотрите, даже расстояние между дырками, оно очень разное. Меняю. Пытаюсь так открутить. Тут потихонечку подстучал. Ни хрена не получается. И пришлось под ванну. А кто знает, что такое чугунная ванна на ножках и расстояние маленькое, болгаркой пришлось подпиливать, распиливать гайку на 2 части для того, чтобы она развалилась. И я смог таки либо хоть скрутить как-нибудь, либо же просто вынуть, если она развалится. В конечном итоге, потратив около 3 часов, я все же победил. Я поставил новую. Люди были несказанно этому рады, конечно, все замечательно. И дядюшка этот добрый отдал мне в память саму штуку. И вот с тех пор я иногда... знаете, даже не 3 года, уже не 2, а 4-й год, наверное, пошел, как она у меня. И вот я время от времени щик-щик ширкаю. А кругов было потрачено на это, ну, порядочно. Что-то, по-моему, даже сломалось, потому что неудобно было. И справедливости ради хочу сказать, что дядюшка оказался нормальным. И он говорит, блин, так долго возился. На тебе 1000 рублей. В общем, 1000 рублей я взял и уехал. А вторая байка начинается следующим образом. Как-то Сальери, либо Страдивари, я точно не помню, как его звать, задумал ремонт в квартире. Ну и, конечно же, какой ремонт без замены вводного крана? Чтобы можно было всегда перекрыть его свободненько, так как старые они уже стояли, ну, старые, сломанные, нехорошие, но это же человек творческий, и поэтому он вызвал себе поработать абсолютно таких же творческих людей, которых в мыслях было, как бы это обойти систему, не платить денег за отключение, хотя отключение у нас и так бесплатное, не платить денег за отключение и все же сделать. Ну, я думаю, что вы уже начали догадываться,
о чем я говорю? Но нет! Это было еще круче. А кран-то, кстати, там был уже полипропиленовый. Его меняли когда-то, но так как никто им не пользовался, либо было в положении 45 градусов, он закоксовался, может быть, у них провернула ручку, я не знаю, они даже не поставили в известность ни кого-то из управления, ни сантехника. Никого не поставили в известность, и решили они его сменить. Полипропиленовый кран. Они же не знали, что есть Сантехник 52, и тогда его не было такого канала Сантехник 52, где я произвожу разные опыты. Они же не знали, что нельзя варить с водой, да не просто с водой, а с 6 атмосферами воды. Значит, звонит мне председатель и говорит: Леша, там надо, там беда какая-то, там надо приехать, какая-то проблема, где-то что-то топят. Как оказалось, эти последователи товарища местного Страдивари, они решили отрезать по-быстрому, заварить, чтобы не платить за отключение, заварить под давлением, заварить кран. Пропиленовый сменить, пропилен на пропилен, а что подумали? Пластмасска плавится, я ее приплавлю, приклею, и все будет хорошо. А не тут-то были. В итоге минусанули, по-моему, 2 этажа, значит, это был, скорее всего, третий этаж. Я не знаю, чем там закончилось, возможно, у них эта беда была не очень долго, либо они додумались какую-то трубку потом вставить в унитаз, но, во всяком случае, они немного минусанули. Я приехал, воду кто-то им уже отключил, и потом я поднимаюсь, я говорю: что, ребята, как, делаете? Да, делаем. В общем-то, ребята сказали мне, что они многоопытные. Конечно же, я да. И пошел я дальше по своим делам, потом они уже когда сварили, открыл, посмотрел, нормально. Хотя, глупость, человеческая глупость, как так можно быть самонадеянными баранами? Да, баранами. Кем еще можно быть, если так делать? Кстати, мой товарищ уже пропищал. Так, между делом я буду рассказывать, пока буду варить 75-й диаметр. Очень и очень неудобно, но... Но это для того, чтобы не спрашивали, зачем сантехнику нужны сильные руки. Не только для того, чтобы таскать ведра с водой и называть себя сантехником, а для того, чтобы еще варить в одиночку 75-й диаметр. Но опять же, ребята, это еще одна загадка. Зачем я варю 75-й диаметр? Я думаю, что вы догадаетесь, это же все просто. Все элементарно. Само собой, я делаю разводку в квартире. А история номер 3 гласит так, назову ее. Внезапно появившаяся вода на потолке первого этажа. Дело было вечером, делать было нечего, кроме как затапливать соседей. Мне позвонили и сообщили: так, Леш, у нас капает прямо на кровать вода с комнаты, не там с кухни, с ванной, а именно с комнаты. Пошел разбираться, искать, в чем проблема. Захожу непосредственно к тем, кого протопили, посмотрел, все посмотрел, ага. Вода, там пятно какое-то осталось. Ладно, пошел к людям, которые сверху. Я говорю: так и так, говорят, что снизу затопили кого-то. Они сразу так: нет, вообще нас не было тут, мы пришли в 3 ночи, как так? А это уже было следующее утро. Ладно, Пошел я к соседям, смежные квартиры, я говорю: говорят, затопили, тут соседи ваши никого не топили, прям забожились, закрестились, нет, не топили. Может быть, вы затопили, давайте посмотрим радиаторы, батареи, как там стекает вода, не стекает. Посмотрели, все нормально, все в порядке. Ладно, тем более там капитальная стена их разделяла. Квартира, капитальная стена. Над ними квартиры открестились, говорят: мы не топили, мы люди, люди слова, ничего не можем сказать, не топили. Хорошо. Опять, значит, я захожу в квартиру, которая непосредственно над теми, кто пострадал от подтопления. Как так? Нет, вы ведь затопили. Не, мы не топили. Я говорю: давайте тогда сейчас я обследую немножко. Как же это возможно? Вы или не вы затопили? Начал смотреть по батарее, по батарее.
Смотрю, если бы с батареи капало, там была такая ситуация. Линолеум, вот труба, стояк, а это линолеум. То есть был большой зазор между линолеумом и трубой. Вода, если бы капала по радиатору, по стояку, она бы уходила под линолеум и туда вниз к соседям. Ну хорошо. Нет так и нет. Ладно, другую фантастическую теорию я начал проверять. Значит, место разлива, взял лазерный уровень и начал отбивать уровень потолка, как этот потолок, то есть в точке должно быть, как бы она нижняя точка в принципе. А я посмотрел, ага, ну точка-то нижняя, хорошо. Ну, откуда-то вода все равно пришла, даже она не нижняя точка, а у людей стекала как-то через, ну, ближе к стене, в общем-то, ближе к стене, и тут немножко расползалось. Ну, проверил я какие-то свои теории, выявил, что не может быть от батареи, вот все вот не может, потому что контруклон к батарее идет потолок, не может от батареи. Ладно, опять говорю к женщине. Пойду опять смотреть, что там. Опять еще раз поднимаюсь. Нашел я там бутылку полторашку. Ну, что такое полторашка? В принципе, они говорят мне, что там ведра, точнее, литра 2, наверное, 3 вылилось на них, на кровать-то. Ну, ладно, полторашка полупустая. Я говорю, вот полторашка, что-то у вас. Ну, это просто полторашка. Что, мы ведь день рождения был у меня вот вчера. Вот выпивали. Ага, день рождения был вчера. Хорошо. И тут взор упал. Ведерко. А в ведре-то воды и нету, почти, чуть-чуть на донышке. Ну, значит, я пошел ва-банк, я говорю. Дело, скорее всего, было так. А там парень, ну, еще полупьяный, полусраный, не пойми какой, и девушка. Я говорю, дело было так. Вы, когда праздновали день рождения, у вас здесь стояло ведро с цветами, а сам наблюдай за их глазами. Глаза ведь много что о людях говорят. Это прям как карта. Вот, то есть, как открываешь книгу, вот, пожалуйста, вот глаза человека. Ну, ладно. Они упорно говорят, нет, нет, нет. Ну, смотрю, глаза-то уже прям... Я говорю, у вас стояло ведро с цветами. Вы случайно задели его ногой, и вода у вас разлилась, потому что у вас ведро-то не целое, и вот столько много воды. Смотрю, а ведь теория-то... правильная. Да ну что вы, ну, все на нас хотите свалить, раз мы тут снимаем квартиру, значит, вот на нас вы хотите свалить. Вот парень, смотрю, ну, молчит. Ладно, я им так, ну ведь так же было, так же. Нет, не было так. Потом проходит какое-то время так, ну, полминуты молчания, я так в измышлениях хожу. Говорит так. А чё, ну, как бы, платить нам, что ли, надо? Понимаете, да? Действительно так и было. Они уронили ведро, пролили, разлили. Вообще, дело закрыто, расследование проведено. Ну, в конечном итоге все дело замяли, никто никому ничего не платил, там все как-то все размялось. Ну, вот, видите, такая еще бывает интересная история. А теперь история номер 4. Но перед историей номер 4, блин, Санек, нижегородский кролик, ты был чертовски прав, ведь я ни разу не видел, чтобы на насадках были дырки специальные. То есть вот здесь есть, имеется дырочка, вот она. И здесь такая же. Вот она, дырка, отверстица. И здесь это отверстие. Это нужно для того, чтобы избыточное давление, если мы варим при закрытым кранам, чтобы избыточное давление у нас из той воздушной полости уходило через эти дырки и не создавало нам трудностей при сварке. Круто, конечно, придумано. Вот сейчас я 75-й варил, там такого излишества нету. Ну, значит, как-то позвонили мне, говорят, засор унитаза. Ладно, хорошо, приезжаю, смотрю, да, действительно, засор унитаза, там спускаю, нифига не спускается. Я говорю, ну а что, как это произошло, случилось? Не знаю. Мы здесь не жили, прям здесь 3 месяца точно никто не живет, никто не бывает, не появляется даже, 3 месяца прям вообще никого нету. Ну, а это было примерно 16 августа. 2000, там, наверное, 16 или 17 год.
Но точно помню, что это август в этом районе. Ну что, пришлось снимать унитаз, снимаю унитаз. Бабах! А там бутылка алюминиевая, смятая алюминиевая бутылка, банка точнее, и она заброшена в унитаз. И смылась. Встала она там как-то неудачно, и все оно там скапливало. Ладно. Ну, значит, я же люблю почитать, в принципе, я книжки, литературу какую-то, классику. Ну и смотрю на баночки-то. Ага. Число образно изготовлено 2 августа. Дата, срок годности до 30 августа. А я 16 августа. А 3 месяца никого не было. Ну, хорошо. Звоню и говорю, так и так. Я говорю, вот точно 3 месяца, вы говорите, прям вообще никого не было. Ой, честно, никого не было. А это, кстати, в том же доме, где клялись, божились, что они не топили, никого ничего не проливали. Ну, ладно. Хорошо, я говорю, а вот смотрите, пивная банка, я ее сфотографирую, отправляю. Ну, ответ каков приходит? Не знаю. Это непонятно. Непонятно, как она взялась. Может, от соседей завалилась? Я думаю, ну нормально, конечно. Там стояки-то в основном только и заваливаются банки. Соседние банки пивные. Я думаю, может, все же кто-то был? Нет, никого не было. Ну, взял я свои заслуженные денежки. И, собственно, мне уже пофигу, там, чего было, не было, кто-то был или не был. И благополучно ушел. Вот такие, ребята, бывают тоже интересные моменты. То есть домовые пьют пиво, домовые затапливают соседей. Но непосредственно люди, которые как бы причастны к этому, никогда не сознаются. Приходится дедуктивным методом действовать, методом расследования. Так что сантехник – это не просто водопроводчик, а это человек, который просматривает очень много, попадается человеческих судеб, бабки там всякие все рассказывают, аж чуть ли не контрреволюции, как динозавры ходили, бороздили, мамонтов ели. Все это можно услышать от старых бабок. Спасибо вам, товарищи, что вы посмотрели это видео. Всего доброго, до скорых встреч. Пока.